Привет! Сегодня я расскажу об игре Ангел-Кровопролитие. Это игра в жанре визуальной новеллы, где больше внимания уделяется тексту и сюжету. От игрока требуется минимум действий. Однако эта игра отличается от привычных нам игр в этом жанре тем, что игроку предстоит не только право выбора в сторону определенной сюжетной линии, но и прямое участие в процессе. Например, игроку нужно решать головоломки, управлять персонажем и так далее. Поэтому она скорее больше напоминает обычную компьютерную игру, но с большим количеством диалогов и текста. Игра выполнена в пиксельном стиле, что немного необычно для современных игр. Однако, чем дальше погружаешься в игру, тем больше понимаешь, что именно она идеально подходит для здешней атмосферы. Музыка приятна и отлично описывает эмоциональное состояние персонажа, хотя есть и раздражительные звуки. Например, смех это стержень, честное слово, за время прохождения второго эпизода этот смех стал реально раздражать, просто бесить, понимаете? И как же я обрадовалась, когда данный эпизод был пройден. Вот кто играл, вот точно, наверное, поймет вообще. Сюжет оставил двойственное впечатление. 13-летняя девочка просыпается в неизвестной ей комнате и абсолютно не помнит произошедшие с ней события в последние несколько дней. Она отправляется на поиски выхода, чтобы вернуться к своим родителям. В процессе Рэйчел, так зовут нашу главную героиню, узнает, что стал участником какой-то игры, где она является жертвой, а за ней охотится убийца. Они расположены на разных этажах здания и не могут перемещаться. А вот жертва может. Задача Рэйчел выбраться с нижних этажей и найти выход из здания. Сюжет полон напряженных моментов, что отлично соответствует жанру хоррора. А также есть юмористические моменты. Этим игра быстро цепляет, и игроку хочется двигаться дальше. Однако сюжет полон и абсурдных моментов. Так к нам присоединяется один из маньяков Зак. И если его мотивы нам помогать понятны, он хочет выбраться наружу и по пути не погибнуть, то главная героиня соглашается с ним объединиться по очень странной причине. Взамен на помощь она просит Зака убить ее, когда они выберутся. Вы спросите, что? Ведь это здание полно убийц и маньяков. Умереть вообще не проблема. Зачем такие сложности? Да, вот такой вот странный романтик от разработчиков. И это не самый абсурдный момент, я вам так скажу. Поэтому не пытайтесь искать логику, а просто наслаждайтесь процессом игры. Одним из плюсов является то, что у этой игры есть полный русский перевод. Правда, инструкция все равно осталась на японском языке, но сюжет нам не придется переводить хотя бы. Еще можно отметить то, что у этой игры есть аниме-адаптация, так что если лень проходить, можете просто посмотреть ее. Кардинальных различий там нет. А к минусам можно отнести то, что эта игра разделена на 4 эпизода и кому-то может быть неудобно. В принципе, игра мне понравилась, особенно музыка и арты в титрах каждого эпизода. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал и жмите на колокольчик, чтобы не пропустить прохождение данной игры и других видео. Всем пока!